А мы возвращаемся к этой расчудесной исторической фотографии, на которой оказались разными путями рядом с Нестором Махно люди, о которых у нас даже есть отдельные материалы. Мы рассказали во Внижанах Антоне Волжане и Платоне Василенко, а сегодня поговорим о Василии Зайцеве. В предыдущей части мы о нем упоминали, и я просила вас обратить внимание на этого человека, потому что он пересекался по жизни с Никанором Палагутой. И именно благодаря Никанору Палагуте мне попался материал в руки, который еще нигде не публиковался, поэтому здесь будет много новых фактов. И второй момент, жизнь Василия Зайцева как раз проходила на изломе времени, точно так, как и сейчас у нас происходит такой перелом, то для кого-то она будет поучительна и сегодня. У Василия тоже был такой момент в жизни, как и у многих у нас бывает, когда человек стоит на распутье, и налево пойдешь, коня потеряешь, направо пойдешь, жизнь потеряешь, прямо пойдешь, жив будешь, но себя потеряешь. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Зайцев Василий Романович родился примерно в 1899 году. Где – непонятно, но известно, что был у Василия младший брат Евгений Романович 1903 года рождения, который родился в селе Маломихайловка бывшего Мариупольского округа, и сестра Софья. Но со временем семья переехала в Гуляйполе, это недалеко от Маломихайловки, 60 километров. Отец их, Зайцев Роман Федорович, был ветфельдшером и воспитывал детей в строгости, в верности престолу и отечеству. И с началом вызвольных змагань Василий идет служить в Белую армию к Деникину и попадает прямо в контрразведку. В 1919-м он приезжает в Гуляйполе со своими товарищами Глебом Ельчаниновым и Николаем Глинкой, и одеты ребята были в военную форму 3-го чеченского полка и вели разговоры, как и подобает, о контрразведке. И вот мы имеем о нем запись. Зайцев Василий, в белых войсках Восточного фронта, рядовой. В сентябре 1919-го окончил курс в унтер-офицерском батальоне Иркутской военно-инструкторской школы. Так что не все гуляйпольцы были обязательно махновцами. Мы уже рассказывали подробно об уроженце Гуляйполя, стороннике украинской идеи Павле Деревянко. Вот и Василий Зайцев тоже сначала воевал против Махно. Брат его Евгений аналогично служил в Белой армии добровольцем, иного пути у ребят не было с таким отцом-монархистом. Но Евгений в 1920-м вернулся в Гуляйполе и устроился в советское учреждение на работу, а потом нашел себе место учителя. А вот Василий из Деникинской армии неизвестными судьбами попадает в отряд Черной Хмары, который оперировал в Запорожье. А там у нас есть очевидец Гаврила Гордиенко, который упоминает его в своих спогадах. Я долго колебалась, тот ли это Василий Заяц или какой-то другой. Но так как он и в махновских источниках проходит как Василий Зайцев-Заяц и как чернохмаровец, то 99% это он и есть. И когда Василий Зайцев попадает в отряд Черной Хмары, то по ходу это были лучшие годы в его жизни. Все там Василию было по душе. Хотя для отца его монархиста это был нож в сердце. А Василий, попав в Запорожье, даже вступает в театральную групу. Вот що пише Гордієнко. На головах ми мали переважно картузи, але якась частина з нас мала й шапки, а деякі навіть із шликами. З оріхівських театральних аматорів серед нас були сотник Лепський і козак Василь Заяць. Вони обоє мали шапки з шликами ще з театральної сцени. А крім того, вони обоє мали широченькі червоні оксамитові штани. То есть, если Гордиенко называет Василия Ореховским, видимо, он в Орехове проживал какое-то время, а Гордиенко особо не углублялся, кто он и откуда. В 1921 с остатками отряда Черной Хмары Василий эмигрировал в Румынию. И наступил поворотный момент, и мы в каждой биографии повстанцев находим такой момент, потому что надо было решать, как жить дальше и с кем. Гордиенко собирался в Чехословакию на учебу. И вот как он это описывает в своей книге «Под щитом Марса».
Здесь Гордієнко упоминает также братьев Говорух, о которых у нас тоже есть отдельное відео. Так тяжко доводилося заробляти на дорогу гроші. Ще раз одержали ми посвідку із військового відділу місії французькою мовою. Відголосилися в дирекції поліції. Цим разом ми лише двоє, Петро Приходько та я, 20 липня 1922 від'їхали до Чехословаччини. Цим разом ми вже розпрощалися назавжди. Лишили гарних товаришів, земляків, побратимів. Лишилися півсотений Хведір Мороз, півсотений Степан Різун. Славний тим, що він потопив у колодязі на південь від Катеринослава комсомольців, які приїхали заготовляти дрова в тамошніх скромних байрачних лісах. Василь Заяць, який пожертвував свої червоні штани нам на шлики. 3 рідні брати Говорухи і 1 їхній двоюрідний брат, а кажуть, що нарідно підтримав визвольну боротьбу. 3 хлопці з однієї хати, а 4-й з їхньої родини. Тільки веди їх, та коли б було кому вести їх. И, как мы видим, здесь пути Гордієнка и Зайцева расходятся. Гордієнко уехал в Чехословакию на учебу, а Василий остался в Румынии. И Гордієнко в книге даже фото его нам представляет. И мы видим очень красивого парня, но с грустными глазами. А остался Василий, потому что, собственно, Иван Хмара в Румынии с махновцами внезапно задружился, хотя на поле боя до этого они были врагами. И такие чернохмаровцы, как Волжан и Василенко, тоже в Румынии тусили, и Федор Мороз. И потому Василий Заяц волею судеб примыкает к компании махновцев своих земляков. И на этот момент ему приписывают такую фразу: «Якби були гроші, можна було б з цієї клятої Румунії поїхати в будь-яку країну, навіть у Францию». Из этих слов можно сделать вывод, что Румыния Василию страшно не нравится, но и возвращаться в советскую Украину у него в мыслях нет. Парень понимает, что за границей он надолго и пытается прижиться, уехать подальше от СССР, во Францию и там строить свою судьбу. И 11 апреля 1922 в составе группы махновцев и чернохмаровцев Василий Зайцев нелегально переходит границу Польши. Всю эту компанию задержали в Станиславе, затем отправили в лагерь пленных номер 1 под Стшалковым. И вот здесь сделана эта историческая фотография, и я сама в шоке от того, что уже 3 персонажам составила биографию с этого снимка. И что мы видим? Что Василий наш – это бритоголовый высокий парень, очень симпатичный хлопец, но с тем же сумом в очах. В сентябре 22-го его из лагеря освободили, и теперь мы как можно более подробно проследим за его поступками и настроениями. 25 марта 1923 Василия Зайцева вместе с Нестором Махно, его женой Галиной Кузьменко и другими махновцами арестовала польская дефензива за, не поверите, попытку организации восстания в Восточной Галиции. Ну прямо так и просится аналогия за создание контрреволюционной организации. Какое там восстание? Это просто смешно. Они там все еле живы были. Если о чем и мечтали, так это удержаться на плаву. Содержали Василия в арестном доме в Варшаве, но недолго, а потом освободили под подписку. Летом 23-го освобожденные из польской тюрьмы махновцы находились в бараках города Варшавы. Среди освобожденных были Лепетченко, Сергеенко, Харламов, Зайцев и еще 7 человек. Махно в то время сидел в тюрьме Макатув. И вот однажды, примерно в мае-июне месяце, в барак пришел неизвестный человек, который вызвал Сергеенко и о чем-то с ним шептался. Это был польский анархист Ника, еще называют его Савицкий Юзеф, с какой-то дамой. Они хотели отбить Махно, когда его будут вести на допрос. Ника и женщина в первую очередь предупредили Сергеенко и Лепетченко, чтобы они ничего не рассказывали Зайцеву, так как по сведениям, полученным Никой от Махна, Зайцеву доверять не следует, ввиду того, что он не участвовал в махновском движении, а присоединился к махновцам только за границей. То же самое, кстати, говорил и Антон Волжан впоследствии, что ему махновцы не доверяли.
Но, видимо, Василия все-таки пришлось посвятить в детали операции этого анархиста-авантюриста Ники, потому что там начался какой-то непонятный кипиш с оружием, которое кто-то прислал Лепетченко. И какого-то черта Иван Лепетченко с Зайцевым поперлись в консульство и давай пытать консула, кто им передал оружие. Но консул отморозился и божился, что уж они-то ему точно оружие не посылали. Приблизительно через месяц состоялся суд над Махно, и тщательно разработанный план отбития Махно полетел в тартарары, потому что Махно оправдали, и он с женой и дочерью Еленой, которая родилась в тюрьме, отправились в Тарунь. Черная хмара отбыл в Познань, Домашенко в Быдгощ, остальные остались в Варшаве. А к концу 1923-го махновцы, примкнувшие к ним чернохмаровцы, стали вообще расползаться по разным местам. Махно получил визу на выезд в Данциг, а Лепетченко, не имея визы, выехал в Варшаву и в консульстве получил устное разрешение выехать в Украину, а именно в Гуляй-Поле. В декабре 1923-го Лепетченко с группой махновцев выехал в Волковыск на лесные работы, там же работал и Василенко с Волжаном. Как мы знаем, работа была очень тяжелая, но и платили неплохо. А дело в том, что жить эмигрантам было абсолютно не на что. Надо было постоянно где-то подзарабатывать. И когда Лепетченко, Зайцев, Бурыма и Волжан уехали из Варшавы в Волковыск на лесную работу, то к этому времени они были практически на нуле. Спустя месяц-полтора Лепетченко получил письмо от Махно, из которого узнал, что тот уже освободился и вернулся в Тарунь, и что на днях он будет в Варшаве, и просил Лепетченко тоже туда к нему подъехать. И вот следующий знаковый поворотный момент для Василия Зайцева. Когда он узнал, что Махно будет в Варшаве, то тоже изъявил желание туда поехать. И, получив телеграмму от Махно, Лепетченко и Зайцев выехали в Варшаву. Там Лепетченко рассказал Махно о том, как Ника пытался его отбить у поляков. Махно на это посмеялся и предложил Лепетченко и Зайцеву выехать с ним в Тарунь. И они поехали в Тарунь, и там прожили полгода. Лепетченко занимался сапожничеством, а Зайцев ему помогал. Но в Таруне также находилась и семья Махна, Галина с дочерью и Харламов. Вот такая теплая компания образовалась. А для нас важно понять, что наш Василий Зайцев на этом поворотном моменте окончательно оторвался от своих чернохмаровцев, братьев по разуму, и сблизился с махновцами. И особенно он тянулся к Харламову. Почему, мы поговорим об этом позже. Точнее, дело было так. Лепетченко устроился к одному сапожнику, куда впоследствии пошли работать и Харламов с Зайцевым. Махно частенько, видимо, от нечего делать, захаживал к ним в мастерскую, и когда разговор касался перехода на советскую территорию, то он радостно на это соглашался. И настроение у всех этих ребят создалось такое, что ждали они только удобного случая, чтобы перебраться на родину, естественно, безо всякого намерения делать козни советской власти, а наоборот, как они часто выражались, просто жить. Но неоднократные обращения к консулу за визой оставались безрезультатными. И Лепетченко, Бурыма, Зайцев и Харламов сами несколько раз пытались перейти границу, но всегда их останавливали польские власти. После отъезда Махна в Данциг в апреле 24-го Лепетченко уехал в Варшаву вместе с Зайцевым и Харламовым. В Варшаве все трое пошли в консульство просить, чтобы им разрешили выезд в СССР. Но им сказали, что это может случиться не ранее, чем через 6 месяцев. В это время нарисовался вездесущий Ника и подпрягся помочь. К ним присоединились какие-то Хаим Померанец и анархист Черняк. То есть теперь уже перебежчиков 5. Черняк и Померанец пообещали, что они переправят Лепетченко, Зайцева и Харламова поодиночке, и если у них будут деньги, то и сами туда переправятся. Деньги же обещал достать Померанец, так как все остальные опять сидели без гроша. И тут начинается цирк. Зайцев, Харламов и Лепетченко прятались все это время на кладбище в Варшаве, потому что они не хотели там регистрироваться.
В этом случае у них оставалась возможность подделать в документе разрешение на выезд в Ковель, то есть зачеркнуть разрешение, выданное им в Торуне, на выезд в Варшаву и написать вместо Варшавы Ковель. А в Ковеле у них была знакомая артистка театра Валентина Шибалина. Так и непонятно, как ее фамилия была, то ли Шабалина, то ли Шебалина, то ли Шибалина. Лепетченко с ней и ее мужем, бывшим адъютантом гетмана Скоропадского, познакомились год назад, когда вместе жили в Варшаве в бараках для интернированных. И наш Василий Зайцев с этой Шибалиной тогда шашни крутил и до сих пор с ней переписывался. И все решили, что смогут остановиться у Валентины на квартире. Это очень было удобно, потому что недалеко от границы. Поздно вечером Лепетченко добрался до Варшавского кладбища, где в это время скрывались Харламов и Зайцев, и сообщил, что, возможно, через день-два можно будет ехать в Ковель. Первым, как планировалось, туда отбыл Черняк. Он добрался до Ковеля, остановился у Шибалиных и стал ждать остальных. Через день нагрянули остальные. Свое появление в Ковеле объяснили желанием нелегально перейти границу и отправиться на родину. Можно себе представить шок этой Валентины Шибалиной, когда она увидела эту ораву. И тогда она сказала, что не может принять такое количество подозрительных мужиков, да еще с фальшивыми документами. К тому же она опасалась, что ревнивый муж ее не порадуется при виде Зайцева. Муж еще в варшавских бараках подозревал их в интимных связях, и Валентина с ним из-за этого вечно ссорилась. Тогда померанец, как самый платежеспособный, потопал в отель, а привычное ночевать на свежем воздухе Лепетченко с Харламовым и Зайцевым нашли где-то там за городом местечко в густых кустах, примерно в километре от какого-то охраняемого военного склада, но не придали этому особого значения. И по утрам, когда муж Шибалиной уходил на работу, все собирались у нее на квартире, завтракали и обсуждали дальнейшие планы. После завтрака возвращались в свой тайник или беспечно гуляли по городу. И во время этих променадов их и узнал тот самый ревнивый муж Шибалин. И решил незаметно проследить, что здесь делает эта развеселая компания и где они остановились. Особенно Шибалина взволновал наш Василий Зайцев, и он уже не мог успокоиться, пока все не выяснит. Так Шибалин за ними следил, пока не дошел до тайника в кустах, где его подозреваемые спрятались, и тут Шибалина осенило, что эти чертовы махновцы хотят взорвать пороховой состав. Что еще можно ожидать от этих головорезов? Жене он ничего не сказал, а на следующий день вышел, как обычно, типа на работу, а сам тут же спрятался за углом своего дома. И вскоре с ужасом увидал, как наш Василий Зайцев пробирается в его собственный дом. А за ним через время подтянулись и Лепетченко с Харламовым. Через 1,5 часа все они вышли и направились за город. И Шибалин снова проследил их путь к тем же самым кустам. Весь день бедный ревнивый муж размышлял, как бы избавиться от нежелательных гостей, но в голову ничего мудрого не приходило. Тогда с утреца он побежал за советом в дефензиву. А как раз на этот день был запланирован переход границы. Утром Лепетченко должен был сам зайти к Шибалиной, взять на дорогу продовольствие, обсудить с Черняком всякие детали перехода. А к обеду должны были подтянуться Зайцев с Харламовым. Но те опаздывали, прошел час, второй, никого нет, все начали волноваться и высказывать разные догадки, даже предполагали, что их могли задержать в городе при проверке документов. Когда терпение лопнуло, Лепетченко решил сам сходить на место тайника и посмотреть, в чем же дело. Только он вышел со двора и прошел 50 метров, как услышал шум. Лепетченко оглянулся и увидел, как к дому Шибалиной подъехала машина, и из нее повыскакивали жандармы. Он отошел подальше и спрятался в кустах. Через некоторое время заметил, как из дома вывели Шибалину и Черняка с померанцем, посадили в машину и помчались в центр города. Оказалось, что по доносу Шибалина дефензива арестовала за городом Зайцева и Харламова. При обыске у них нашли письма от Валентины с ее адресом, потому и послали к ней жандармов. Задержанным предъявлены обвинения,
подготовке взрыва порохового состава и покушении на военного министра Сикорского, который вскоре должен был инспектировать местные воинские части. И всю компанию посадили в Ковельскую кутузку. В августе 1924-го Евгений Зайцев получает от отца письмо, в котором тот сообщал, что его брат Василий находится в Польше, о чем сам отец узнал из письма какого-то ганджия с хутора Петровского Новогригорьевского сельсовета Покровского района. А где-то в октябре 24-25 наш Никанор Палагута, о котором мы рассказывали в первой части, едет в Гуляйполе, начебто по служебным делам, и передает письмо отцу Василия Роману Федоровичу Зайцеву от его сына из Польши. И где-то в это же время Евгений поехал в Гуляйполе, и там отец ему рассказал подробности о том, что к нему заходил Никанор Палагута, житель города Днепропетровска, и вручил ему письмо от Василия и сообщил, что тот совместно с Махно сидел в польской тюрьме. И по убеждениям ваш сын говорит, что ни на есть махновец. И когда Палагута уходил в Украину, то Василий просил его передать ему это письмо. Также Палагута признался, что служил в армии УНР. Со слов отца, Палагута приехал в Гуляйполе по делам службы. Но мы-то знаем, что Палагута вернулся в Украину в марте 23-го из Чехословакии. Какая Польша? Откуда он взял это письмо? Непонятно, что это было. Походу, кто-то попросил Никанора передать письмо отцу Зайцева. Другого объяснения я не нахожу. И вот Василия Зайцева в 1925-м перевели во Владимир-Волынский. В ноябре он находился в Луцкой тюрьме. За него вступились добрые немецкие анархо-синдикалисты, в частности Александр Бергман, и его наконец освободили. И Василий сначала выезжает в Германию, а затем перебирается во Францию, о которой он когда-то так мечтал. В конце 25-го или начале 26-го Евгений получает первое письмо от брата Василия, но через отца, на свое имя, в котором тот интересуется его жизнью. До этого Василий переписывался только с отцом и сестрой. Обратный адрес – Франция, кантон Кнютанж, улица Принципаль, дом номер 18, Харламову. Это на севере Франции, где располагался большой металлургический завод. Видимо, на этом заводе они с Харламовым и работали. Евгений ответил брату по этому адресу и в первую очередь поинтересовался, как он, офицер Белой армии, мог стать махновцем, потому что об этом им сказал Палагута, как мы помним. В ответ Василий ему ответил, что он никакой не махновец, и что по прибытии в Украину сумеет документами и фактами доказать свое отрицательное отношение к Махно. В этих же письмах Василий интересовался местонахождением Ивана Лепетченко, с которым он имел какие-то личные счеты. Евгений узнал от двоюродной сестры своей жены Мигталевой, где находится Лепетченко, и отослал брату его координаты. А Лепетченко с 25 по 28 год проживал в Гуляйполе, как ни в чем не бывало, где мирно работал сапожником. А Василий Зайцев в это время уже подумывал, как ему тоже вернуться на родину, и даже начал для этого оформлять какие-то документы. Летом 1926-го Евгений получил от брата письмо, в которое был вложен конверт на имя Баум Якова Михайловича с адресом Одесса, главный почтамт до востребования. Конверт был распечатан, и Евгений его прочитал. Там Василий сообщал о своей жизни и просил Баума писать ему письма. Также он сообщал, что переписывается с Григорием Ивановичем Сергеевым Сергеенко, штабистом Махна. От отца Евгений узнал, что Сергеенко приезжал в Гуляйполе, заходил к нему, но не застал, а оставил записку, в которой просил оказать содействие сыну Василию в его ходатайстве перед ВУЦИКом о возвращении в Украину. Евгений узнал потом, что Сергеенко работал на заводе «Коммунар» в Запорожье. Об этом ему сообщил Конопля Никита Андреевич, бывший завхоз Махна. Конопля был уроженцем Гуляйполя, а проживал
в селе Новомиколаевка Запорожской области и работал секретарем райотдела народного образования. В 1938 Коноплю расстреляют. Сам Василий Зайцев тоже умолял в письмах, чтобы семья дала подписку консулу о том, что берет его на свое содержание. И Евгений выполнил просьбу брата и отправил консулу эту подписку. То есть, что мы видим? Василий, очутившись во Франции, впадает в глубокую депрессию. Тяжелая работа, как я понимаю, была не для него. Легкой работы нет, нищета, плохое питание, никакого просвета в жизни. Вскоре Евгений получает посылку из Кнютанжа с письмом, где сообщается, что брат Василий переезжает в Париж и делает все, чтобы вернуться домой в СССР. Но просит Евгения об этом не упоминать в своих письмах, потому что он будет находиться в таких политических кругах, которые не должны знать, что он намерен вернуться на родину. И в посылке был опять конверт на имя Баума, в котором Василий упрекал этого Баума, почему тот ему не отвечает, и опять сообщил свой адрес. И тут же перечислил каких-то общих знакомых и успокоил Баума, что некоторые из них живут в Аргентине, а некоторые в Африке. И вот Зайцев с Харламовым действительно переехали в Париж. Харламов поступил на литье металла, это был очень тяжелый труд, а Зайцев перебивался разными работами, а часто долго оставался безработным. И тут внезапно в очередном письме Василий сообщил брату, что Шибалина Валентина, с которой он сидел в польском лагере, это его жена. И сейчас живет она в городе Нежин, улица Багрова, 16. Вот это, наверное, и объясняет, почему Василий так рвался в Украину. Как и Никанор Палагута, решающим доводом была дама сердца. Оказалось, что Валентина прибыла в Украину в конце 1925 или начале 26-го, то ли легально, то ли нелегально. Куда делся ее ревнивый муж, непонятно, наверное, вытурил ее все-таки. И Василий просит брата с Валентиной поддерживать отношения. В следующем письме, в сентябре 26-го, Василий сообщил, что уже в Париже живет в одном доме с Нестором Махно и передал Евгению привет от его жены Галины Кузьменко, которая была родом из Песчаного Броду. И она когда-то преподавала Евгению украинский язык в гимназии. Потом было еще 2 письма семейного характера, на которые Евгений ответил брату с известием о смерти их матери. А на привет от Галины Кузьменко не отреагировал. И вообще на предпоследние письма брату он не отвечал, и Василий его в этом упрекал. И, наконец, последнее письмо из Парижа Евгений получил 2-3 октября, где Василий писал, что решил покончить с собой, так как разочаровался в своих товарищах и вообще в людях, что надоело болтаться в болоте мерзости и лицемерия, и поэтому он решил умереть. В итоге Василий Зайцев, или как его называли друзья Заяц, застрелился в Париже в квартире Нестора Махно 1 октября 1926 года. Подробности я нигде не нашла, то ли присутствие Махна, то ли он сам находился в квартире, непонятно. Но факт тот, что Махно все-таки написал письмо сестре Василия Софье Романовне Науменко. Софья Романовна проживала в Запорожье и работала оспопрививательницей. По словам Евгения, в этом письме, цитирую, Махно сообщил подробности о смерти брата, указал, где будут приблизительно похоронены остатки трупа брата, указал, что брат был, по его мнению, блуждающим огнем эмиграции, указал, что он по получении точного адреса вышлет мемуары и записки брата и, кроме всего прочего, просил достать и выслать ему изданное им воззвание к рабочим и крестьянам. Смысл этого воззвания не указал. Указал, что это воззвание можно достать в музее имени Поля в Днепропетровске или у кого-нибудь из граждан города Запорожья. Конец цитаты. Блуждающий огонь эмиграции. Что хотел этим сказать Махно? Не мог же Евгений сам выдумать эти слова. О получении письма от Махно Софья рассказала Евгению в 1927 или начале 1928 года и добавила, что она не ответила на это письмо, потому что ненавидела Махна
за избиение матери и преследование семьи. Такое же письмо Махно послал и отцу Василия, Зайцеву Роману Федоровичу в Гуляйполе. Все то же самое, кроме просьбы о воззваниях. И в Запорожском архиве хранится письмо Махна, и я даже его зачитаю. И чтобы вам было понятнее, что представлял Махно в тот период, отметим, что в эмиграции у Махна было прозвище «Малый». Весь его авторитет прошлый за границей, как корова, языком слезала. Я даже об этом говорила в своих ранних видео. И не только между собой, но и в письмах Лепетченко к нему обращался: «Добрий день, малий. Покашлю тобі одну карточку і не знаю, чи дійде до тебе, малий. Здоров був, малий». Надо понимать, что Махно своим анархизмом только прикрывался, а собирал он вокруг себя людей, естественно, по бандитскому принципу. Грабежи, насилие у них были на каждом шагу. Об этом нам рассказывал и очевидец тех безобразий Павло Деревянко. На этом и держалась вся эта банда, поэтому он и подыгрывал часто большевикам, что те ему обещали Гуляйпольскую республику. А за границей его дружки поначалу держались, потому что Махна выручали всякие анархисты и делами, и подкидывали деньжат. А когда Махно и сам оказался в нищете и вынужден был шить тапочки за корку хлеба, то отношение к нему стало снисходительное, претензии его дружков росли, а авторитет его падал. Вот, например, отрывок из письма Сергеенко из Запорожья в Париж Харламову в 1931 году. «Здравствуй, дорогой Василий Антонович. Вася, ты пишешь, что бил малого. Это ты хорошо сделал, через его дурную голову и нам пришлось скитаться. Но ты только одно плохо сделал. Когда бил, так нужно было вспоминать и обо мне, как они с Домашенко вдвоем хотели мне в Польше чертей дать за недоваренный горох». Конец цитаты. Вот такие нравы были у махновцев, с которыми связался бедный наш Василий Заяц на свою голову. Итак, письмо Нестора Махна из Парижа. Петро Пилипович Близнюк – это, видимо, очередной муж Софьи, потому что брат ее называл по фамилии Науменко. Уважаемая Софья Романовна И.П. Близнюк, ваше письмо получил. Вы говорите, что смерть Василия Романовича для вас неожиданное явление. Это преждевременное трагическое явление неожиданно для всех нас, с которыми он вместе жил, ел и пил вместе за одним столом. Василий Романович всегда был замкнут и хмур по своей натуре. Мне лично пришлось наблюдать его на протяжении целого ряда лет, хотя и не всегда постоянно, но каждый год от октября-ноября 1921 вплоть до его тяжелых мучений после неудачного удара себя в висок, а затем с тяжелым мучением смерть. Всегда я видел в нем честного, лишь подчас с плохими наклонностями человека. Это последнее осталось в нем наследственно от сурового, подчас деспота, отца, каким был для Василия Романовича Роман Федорович. С конца 1921 и начала 1922 Василий Романович заметно революционизировался, стал тверже умом и мужеством в своих рассуждениях. При всякой политической беседе не мог простить себя за участие действующим лицом в рядах Деникинщины и Врангелевщины. Коренным образом отрицал петлюровщину. А за 2 месяца перед смертью настойчиво добивался от меня, почему я, пользующийся таким авторитетом в рядах европейских революционных анархистов, не организую террористического акта против Раковского, который повинен в расстреле ЧК наших товарищей Осипа Гофмана и Яши Алова, которых Раковский в конце августа 1920-го выслал ко мне в качестве посредников между мною и им, а когда они сели в поезд, ЧК их арестовала и расстреляла. Когда я ему ответил, что через уничтожение левыми левых цели революции далеко не уйдут, то Василий Романович с этим согласился, но категорически заявил, что он окончательно решил, что возвращаться ему на родину незачем, так как там ему нечего делать. После этого его заявления я, несмотря на то, что он жил в нашей семье, меняю к нему свое отношение. То есть до этого заявления я относился к Василию Романовичу как к человеку, случайно путающемуся в политических эмигрантских кругах. Сейчас же я меняю к нему свое отношение.
Я, от которого по ряду чисто субъективных причин он менее всего мог ожидать какой бы то ни было материальной поддержки, всецело уделяю ему свое внимание. Я советую ему прожить за нашим столом еще месяц-два, но зато найти себе работу, из которой была бы польза, где бы можно было чему-нибудь научиться. Он со мной соглашается и живет у меня до 7 сентября. В то время я нашел ему место на одной фабрике в цехе механики, где все свои люди. Они встретили Василия Романовича с распростертыми руками, и он работал среди них до 27 сентября, а затем ушел домой и сказал мне: «Дальше я уже не могу работать, нет сил больше жить». Когда я бросился его уговаривать, то он заявил мне, что он пошутил, что он пришел из фабрики по случаю того, что болит голова. Я уложил его в кровать и приложил к правой стороне лба компресс, с которым он лежал около часа, а затем подозвал меня и сказал, что ему легче, что он хочет ходить по комнате. Компресс был снят, я его накормил, и после у нас была длинная беседа. Василий Романович беспрерывно твердил, что он как поэт, а он действительно поэт, пишет правду, которой нет сейчас на земле. Я его успокоил, тогда он прекратил свою болезненную тему, но когда я его попросил, чтобы он утром 29 сентября поехал со мной в одно место, он категорически отказался, заявив, что он завтра уйдет по весьма важным делам. После было выяснено, что он в это время искал револьвер, но об этом в следующем письме. Сейчас прошу вас, разыщите, пожалуйста, и пришлите 2 прокламации, одна за подписью атамана Черной Хмары от августа или сентября 1920, а другая за то же время, если не раньше, за подписью командира 10-й бригады некоего Чалова. Вы можете их найти в Музее революции, буду бесконечно благодарен вам за них. Остаюсь всегда в вашем распоряжении по вопросам о Василии Романовиче. С уважением, Нестор Иванович. 7 ноября 1926 года. П.С. Укажите надежный адрес, я вышлю вам все работы Василия Романовича. В прощальном письме он поручает нам, мне и моей подруге, их вручить только любящей его Софье Романовне или его другу. Не отправил я их вам сразу из-за боязни, чтобы они где-либо не пропали. Они будут хорошей памятью о Василии Романовиче. Из них много есть смехотворных, есть стихотворения, которые можно издать отдельной брошюрой. Вы, Софья Романовна, и вы, П.Ф., должны будете об этом позаботиться. И также жду просимое мною от вас как-то 2 прокламации и надежный адрес. Будьте здоровы, не тоскуйте и не волнуйтесь. Все, что имеется у меня в руках Василия Романовича, будет доставлено вам. Н.И. Канал Ірини Коновець-Поплавської. И как мы любим, дальнейшие судьбы в виде эпилога. Что до Шабалиной, то Евгений с ней переписывался до 1928 года. В начале 27-го Валентина попросила сообщить ей подробности о смерти Василия, и Евгений ей отослал копию его предсмертного письма. После этого Шабалина обратилась с просьбой устроить ее где-то в Новониколаевском районе, мотивируя это тем, что ей трудно работать на фабрике засолки огурцов, и прислала даже свои документы. Но Евгений ей работы не нашел и отправил ее документы назад. На этом их переписка завершилась. В 1929-м Евгений получил от отца письмо, в котором была приписка от Ельчанинова Глеба. Ровно через 10 лет пришлось побывать в Гуляй-Поле по своей службе, но не пришлось тебя увидеть, Глеб. Сам Евгений Романович Зайцев работал заведующим трудовой школой в селе Марьяновка Новониколаевского района. В 1931-м его арестовали вместе с Никанором Палагутой, они проходили по одному делу. Потом дело прекратили, так как преступление Евгения Зайцева носило маловажный характер. Дальнейшая его судьба неизвестна. В 1934-м Нестор Махно скончался в возрасте 45 лет в парижской больнице от костного туберкулеза. Иван Лепетченко с 1928-го работал в Сталина в конторе Дон Угля. С 1931-го на станции Большая Анадоль помощником брандмейстера, потом в Мариуполе на заводе имени Ильича сначала коммерческим агентом, а потом заведующим магазином. В 1937-м его расстреляли. Пару слов о Харламове.
Тому тоже приходилось несладко, но он выжил. Вот Василий Харламов на фото в лагере Стшалково, крайний слева в белой рубахе, производит впечатление такой цельной натуры. Видимо, он там был более-менее адекватный в той компании. Вот фото из Парижа. Нестор Махно стоит, Василий Харламов слева. 5 марта 1928 года. А это через год. Слева Галина Кузьменко, Василий Харламов и Нестор Махно с друзьями во Франции. Были зимы, когда Харламов боялся остаться без работы, и при этом ему писали из СССР, как там все хорошо, как все прекрасно, безработных нет, квалифицированных рабочих не хватает, работай хоть день и ночь, лишь бы сил хватало. В письме к Сергеенко в 1931 году Харламов описал свое положение. Представь, например, сейчас везде безработица, почти все фабрики и заводы стоят, а которые работают то полдня. И вот я тоже работаю полдня, еле зарабатываю на хлеб. Но когда станет все, что тогда делать? Знакомых нет, всех погнал к чертям, потому что только любят брать. Придется делать то, что заяц. Я выучился на шофера, и когда не было безработных, я ездил на автомобиле и хорошо зарабатывал. А теперь всех иностранцев, которые имели хорошие места, правительство приказало уволить. А теперь уже начали увольнять из фабрик, чтобы их было не больше 5%. А где же нам деваться, когда нас всех национальностей есть 3 миллиона? Конец цитаты. По свидетельству Исакова, во время его отъезда Харламов шатался без работы, был нездоров в груди и еще что-то говорил, что домой будет ехать через годик-два, а теперь учится шить туфли у Аршина. В итоге женился Харламов на французской девушке, имел 2 сыновей, Мишеля и Жака, работал рабочим на заводе, переписывался с родными, которые остались в гуляй-поле, помогал материально родственникам, особенно в голодные годы. В 60-х годах прошлого века Василий Антонович Харламов погиб от несчастного случая. Во время стачки рабочих завода камень попал ему в голову. А вот Сергеенко Григорий Иванович, который писал Харламову в Париже оптимистические письма о том, что в СССР работы хоть завались и как на родине все прекрасно, его тоже расстреляют в 1938. Вот такая история. И возвращаясь к герою нашего рассказа Василию Романовичу Зайцеву, понятно одно. Поворотный момент в его судьбе случился, когда он оторвался от чернохмаровцев и сдружился в эмиграции со своими развеселыми земляками. Это не пошло ему на пользу. Все, кто пытался прижиться в эмиграции, выжили. Как, например, чернохмаровцы Платон Василенко и Федор Мороз, которые остались в Польше на территории Белоруссии. Почему Василий с ними тогда не остался? Почему не поехал учиться в Чехословакию с Гордиенко? Хороший, видно, был парень, но оказался чужой среди своих. Потом его одолела депрессия и салам алейкум.